Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на вашего мужчину. Проверим его чувства, посмотрим, что объединяет, да и будущее. Так, сделаем на две позиции. Пока загадываем. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, давайте начнем с единичек. Двоечки пока убираем. Так, по сигнификации. Очень зациклен на материальном мире. Знаете, обладатель мужчина очень сильных денежных потоков, да, прям со всех сторон идут деньги. У него есть и наследство хорошее, у него есть и высокооплачиваемая работа, и также есть, скажем так, родственники, которые ему хорошо помогли в свое время, да и до сих пор помогают. Очень чтит, знаете, вот эту материальность, да, то есть все у него в жизни завязано только на деньгах, только на именно материальном, понимаете. Знаете, вижу его боязнь, боится предательства, да, со стороны, в принципе, любого человека, будь то родственник, либо человек, с которым он в отношениях, да, то есть действительно боится именно, что его обманут, понимаете, и особенно боится, что заберут его деньги, понимаете, все материальное. Не скажу, что он прям чувственный человек, да, собственно, об этом деньги нам уже и сказали с вами. Он человек действительно рациональный, да, то есть на сердце он не смотрит, на душу тоже, да, у него все в мире решается только деньгами. Так, давайте посмотрим, что же вы испытываете к данному человеку. Знаете, здесь в ваших чувствах есть, конечно же, страсть, да. Не скажу, что вы его полюбили за его душу, да, не скажу, что вы действительно испытываете к нему прям уж любовный интерес, скорее больше сексуальный, да, и при этом вам безумно нравится, что он человек при деньгах. Знаете, вы даже задумались, как бы этим воспользоваться, да, себе во благо. Поэтому здесь, конечно же, не могу, опять же, сказать, что вы испытываете к нему прям действительно чувство любви. Скорее, хотите попользоваться больше, хотите насладиться мужчиной, который при деньгах, который может себе и вам позволить то, что раньше вы не могли, да. То есть здесь идет больше, скорее, такое некое пользование именно с вашей стороны. Так, давайте посмотрим его чувства. Знаете, вы ему на самом деле запали, да, прям сердечко, хоть у него с этим и есть проблемы, да, с этим мироощущением, скажем так, чувственным, но вы прямо запали, посмотрите, да, то есть влюбился, да, то есть сыграли на его таких вот струнах любви, можно так сказать. Поэтому здесь, конечно, надеяться на продолжение отношений, на то, что они станут лучше, да, они станут больше, но также не упускает, скажем так, возможность того, что все это фальшь, да, то есть он подозревает, да, что на самом деле вы можете быть обманщицей, скажем так, да, но в его душе все-таки есть надежда на то, что вы с ним захотите дальнейших отношений и именно без связи с деньгами. Понимаете, то есть здесь человек действительно надеется и испытывает действительно к вам очень такие хорошие чувства влюбленности. Так, что же вас объединяет? Вы знаете, объединяет ваш пылкий нрав, я вам так скажу, да, то есть здесь мужчина очень пробивной, вы очень пробивная, вы знаете, чего хотите,
у вас действительно общие цели, да, общее миропонимание. Если вы чего-то вдвоем захотели, вы это вот просто берете и исполняете любыми методами, да, то есть в этом вы действительно похожи, это вас очень сильно объединяет. При этом вышел тоже особая карта, да, что в тандеме вдвоем, да, вы очень мощная сила, понимаете, то есть и здесь действительно сила, которая способна и разрушить, да, и опять же построить, понимаете, то есть именно вы вдвоем, и это идет именно ваше такое объединение очень сильное. Так, что же вас разделяет? Ну, знаете, идет разделение по чувственной сфере, да, потому что мужчине тяжело, скажем так, со своими чувствами, да, он их не понимает, он в принципе не знает, что это такое. Есть у него ощущение влюбленности, он считает это любовью, да. На самом деле у него полная путаница, потому что, как уже было сказано в сигнификации, он привык жить, знаете, только действительно материальным миром и деньгами. Все те отношения, которые у него были до вас, они, если честно, не имели никакой связи, они не имели вообще ничего. Понимаете? То есть здесь мужчина попросту не знает, что делать, не знает, как это делать, да. И здесь, если честно, идет вот именно разделение очень сильное, потому что вы умеете чувствовать, вы знаете, как это делать, да, ну, мужчина совершенно другой человек. А при этом, видите, опять вот чувственная карта, да, он вас может этим обидеть, да, то есть его холодность, его такое слишком чрезмерная разумность, да, рациональность, она может действительно создавать впечатление, что вы ему не нужны, да, что ему нужны, опять же, только его богатство, что вы просто как украшение, хотя на самом деле мужчина и любит вас, да, но попросту не знает, что делать с этим чувством, он его боится и не знает, как его выразить. Поэтому единственное, вот, кстати, да, подсказка, как он выражает, это дарит хорошие подарки, да, и в денежном плане можно себе ни в чем не отказывать. Но этого мало, понимаете, да, в отношениях все-таки, особенно женщине, хочется все-таки чувственности, душевности, да, каких-то разговоров, да, о разных вещах, да и просто нежности. Но это не про этого мужчину. Поэтому здесь, конечно, идет очень сильное разделение у вас по чувствам, понимаете, по чувствам и по тому, как их выражать, да, и потому что мужчина попросту не умеет все это делать, да, в отличие от вас. Будущее. Знаете, можно так сказать, бурный туман, я вам так скажу, потому что туманно, да, сразу первая карта вышла у нас, поскольку неизвестно конкретно, что будет, да, то есть вы будете метаться от одной проблемы к другой, от одного хорошего события к другой, да, вот прям как такие качели, понимаете, эмоциональные качели. А при этом в ближайшем будущем ждет вас, знаете, очень хорошие такие свидания с этим мужчиной, да, очень много страсти, опять же, но страсть это какая? Не душевная, да, не такая вот влюбленная, а именно больше связана с интимом, потому что человек материальный, да, то есть здесь ему важен физический контакт, нежели просто обычный разговор, да, по душам, поэтому здесь действительно могу сказать, что в ближайшем будущем, ну, вас ждет просто очень такие бурные, скажем так, выходные, можно так сказать. В остальном же все действительно туманно, потому что довольно тяжело вам будет идти дальше в отношениях, да, из-за столь
разных и характеров, да, и пониманием вообще, что же такое любовь и что такое отношения. Совет. Интересный совет. Знаете, тут два пути. Да, либо вам принять этого человека, как он есть, либо уйти от него. Да, то есть выбор зависит именно от вас. И здесь предстоит именно вам принять один из данных выборов. Данный мужчина, вы его никак не исправите, вы его не научите, понимаете, не сможете рассказать, как любить, да, и он будет любить вас по-своему. И здесь вам предстоит, опять же, повторюсь, сделать выбор, да, поскольку вы его исправить не можете, вам нужно либо его принять, да, чтобы дальше были отношения. Но если вы чувствуете, что вам тяжело, да, и вам не хватает этой чувственной стороны, потому что денег хватает вдоволь, да, но если чувственной стороны вам недостаточно, то лучше остаться на какое-то время одной, да, и покинуть данные отношения, потому что иначе вы будете попросту мучиться, да, мучиться и искать вот эту душевную связь где-то в другом месте, да, возможно, в другом мужчине, либо в чем-то другом виде других занятий, понимаете. Поэтому здесь предстоит вам выбор, да, его нужно будет сделать, так что вы обдумайте и действительно постарайтесь его сделать, потому что не сделать его не получится, иначе Вселенная сделает его за вас. Так, давайте переходить к двоечкам. Так, посмотрим, что у нас по двоечкам, что за мужчина. Ну, знаете, мужчина — властелин мира, я бы сказал, очень серьезен, очень принципиален в своих действиях, есть только его мнение, других мнений совершенно не существует, при этом действует чаще всего по интуиции своей, да, то есть доверяет, ну, опять же, исходя из характера, только себе, да, логично, что он пользуется интуицией, умеет проявлять чувства, не сильно, да, но знает, как это делать. Здесь мужчина, знаете, сторонник того, что все должно быть по справедливости. Понимаете, по справедливости, но тоже есть такое но, да, справедливость, которую истолковал он сам. Понимаете, не вселенского масштаба, а именно он сам. Так что вот такой человек. Так, давайте посмотрим ваши чувства. Честно, все очень плохо. Вы очень устали. Все мечи выпали. Да, то есть здесь, если честно, вы здесь в роли жертвы. Да, прям он вас уже замучил своим характером, он замучил своим каким-то манипулированием, вечно говорит, что делать. Да, то есть даже то, что вы не хотите делать, он вас заставляет это делать. У вас здесь чувств к нему, если честно, уже нет никаких. Вы хотите просто сбежать. Если честно, для вас он просто тиран. Да, то есть если раньше чувства и были, вы о них вспоминаете, да, особенно по ночам, то сейчас это просто пытка. Понимаете, просто пытка, которую вы каждый день терпите, и с которой вы не можете по какой-то причине расстаться. На самом деле это все очень плохо, я вам так скажу. Его чувства. Ну, знаете, ему это поднаскучило, сразу скажу, нахождение рядом с вами. При этом иногда он считает, что все так, как и должно быть,
да, что вы полностью заслужили то, какая вы сейчас, что вы заслужили за какие-то свои прегрешения в прошлом и сейчас тоже, да. Но опять же, все эти прегрешения он сам придумал, понимаете? То есть и здесь ему, если честно, надоело во всем разбираться, во всех этих чувствах, ему надоели эти отношения. А он, если честно, думает даже, чтобы от вас уйти, я вам так скажу, да. То есть и вы планируете, и он планирует. Но придерживает вас, потому что понимает, что вас он как бы уже, извините, так выражусь, приручил, да, потому что если залезть к нему в голову, он действительно так считает, понимаете, да, что он вас действительно взял и приручил. А с новой женщиной придется все делать заново, и не факт, что получится, понимаете. Он вспоминает, опять же, прошлые отношения, да, то есть, вернее, не прошлые отношения, а когда вы встретились, да, прошлые чувства свои он вспоминает к вам, да, и они делают ему немного тепла. Но в остальном все опять сворачивается в то, что есть сейчас, да, и он эти чувства забывает. И попросту ему все это, опять же, наскучило. Но на самом деле у вас вдвоем совершенно никакой любви друг к другу нет. Да, это уже просто похоже на какую-то пытку. И по какой причине вы вдвоем, это, конечно, ну, просто какая-то загадка, понимаете. Либо дело привычки, да, скорее всего, либо у вас есть какие-то факторы, которые вас все-таки сдерживают. Так, давайте посмотрим, что объединяет, да, может, хоть что-то есть. Ну вот, заметил, что как раз-таки вас сдерживает, да. Ребенок есть. Ребенок есть, и как раз-таки вот это обязательство не дает вам полностью как бы разойтись. Да, вы не знаете, что с этим сделать, не знаете, как будет с деньгами, не знаете, как, что возможно делить, да, в общем, все это действительно загвоздка. И обидно за самого ребенка, опять же, именно вам. Да, то есть мужчина, если честно, об этом не особо думает. Если бы он захотел, он бы действительно покинул бы вас, покинул бы ребенка и ушел бы просто из семьи, потому что он очень хладнокровен и в основном думает только о себе и о своем комфорте. Поэтому здесь, конечно, в объединении, собственно, вот она причина. Что разделяет? Денежные вопросы разделяют, да, то есть здесь вижу, что заработок только на мужчине, да, вам не дает ни копейки, сразу говорю, да, то есть вы это сами знаете, совершенно ничего не дает, немножко там выделяет на ребенка, но это как бы все, остальное все оставляет себе. При этом, знаете, вечные какие-то ссоры, есть конфликты, да, какие-то старые проблемы, даже, возможно, старые какие-то долги, которые, причем они на вас, да, долги есть. Он их платить не хочет, а вы, собственно, не работаете, чтобы их платить. Ну, в общем, проблем, если честно, море. Поэтому здесь, конечно, вот это разделение очень сильное, да, то есть уже на самом деле такой вот тупик, я бы сказал, когда люди прекратили любить себя, да, друг друга, а у них остался как бы совместный ребенок, и здесь никто не знает, что делать. Вернее, мужчина бы, конечно, ушел, да, повторюсь, но не хочет заморачиваться с новой жертвой, я вам так скажу. Так, давайте будущее ближайшее. Честно, не примете решение, оно не изменится. Мужчина будет продавливать вас дальше. Вышел иерофант. Это будет все хуже и хуже становиться. Да, то есть и здесь вы, конечно, ни к какому миру не придете. Будет все давить и давить, да, вы не будете знать, что с этим делать, да, и можно сразу сказать, что тьма будет сгущаться, понимаете. То есть в ближайшем будущем эта рутина адская, она будет как бы существовать и дальше. И самое главное, карты даже не хотят
сказать, что будет что-то действительно хорошее, понимаете. Давайте лучше спросим тогда совет, что делать во всей этой ситуации. Ну, знаете, конечно, почему-то Вселенная рекомендует потихонечку найти себе какое-то хобби, и там к вам придет мужчина. Да? Интересный совет нам с вами попался. Причем мужчина, который действительно может вас выручить, да, и даже мужчина настолько легкий, что вы сможете его полюбить, понимаете, и мужчина вас. Поэтому здесь давайте еще. Сейчас посмотрим. Ну, видите, следует задуматься о себе, найти хобби, опять же, рекомендация, да, то есть начать двигаться, выйти из дома, да, возможно, даже и с ребенком выйти, да, то есть ничего в этом такого нет, и действительно искать выход, потому что, сидя дома, вы выход не найдете. Вот вам говорит, что Вселенная, понимаете? Не найдете новые знакомства, не найдете помощь, не найдете ничего. Поэтому выходите, да, подумайте, чем бы вы хотели заняться, может быть, даже эта встреча, возможно, в кафе, да, то есть где вы любите брать кофе, там чай, то есть что-то вроде этого. Поэтому не стоит так уж прямо погибать, да, в этих отношениях, а попросту постарайтесь выйти наружу и действительно попытаться найти из этого выход. Самое главное, выход есть, понимаете. Дальше, сейчас Вселенная не рекомендует вам ставить крест, понимаете. Не рекомендует крест, но и не говорит, почему его не стоит делать. Но рекомендует именно выйти наружу и посмотреть, что существует другой мир. Возможно, это, знаете, вам будет такой урок, вам будет действительно понимание всей ситуации и понимание возникнет, да, что делать во всем этом, понимаете. Поэтому по совету выходите, вас там уже, скажем так, ждут новые приключения, да, но в хорошем плане, понимаете. Поэтому желаю удачи, да, главное, начните первый шаг, и дальше вы узнаете, что делать, говорят карты. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, советы вам обязательно помогут. Не забывайте подписываться, да, ставить лайки, писать комменты. Если что, я есть в других соцсетях, да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.